Легендарный для казанского «Зенита» сезон 2017-2018 завершился яркой победой в домашнем финале 4 Европейской лиги чемпионов. Этот трофей стал 5-м из 5 возможных в сезоне. После столь успешного результата главный тренер команды Владимир Романович Алекно дал большое интервью, в котором подвел итоги сезона, рассказал о причинах ухода Вильфреда Леона, а также представил всех новичков «Зенита» на новый сезон. Если честно, я сужу свое расслабление, наверное, и восстановление. До финала спишь по 3-4 часа, и не от того, что я там переживаю. Чуть повернулся, что-то скрипнуло. Мысли сразу ударили в голову и пошло. Чуть-чуть, может быть, чуть получше сейчас. Ну, так получилось, что мне нужно было в этот перерыв уехать к матери. Тут сразу вернулся сюда, поэтому все как-то так рабоче. Тут надо подумать, как сейчас закончить сезон с игроками. Про 5-ю партию говорится, этот видеоповтор – это послание сверху. Я немножко, не очень хорошо вижу, там далеко, а знаю игроков достаточно хорошо. Есть те игроки, которые там просят, требуют видеоповтор после своего действия на эмоциях. А есть те, которые, с холодной головой, Вильфреда Леон, Леха Вербух. И я просил об этом помощи, что если вы там где-то там на той стороне, или ты бьешь, ты чувствуешь, ты видишь, слышишь, там ударил ты по рукам или нет. Когда в этой ситуации я смотрю на Леху, он поджимает плечи, говорит, я не видел, не знаю. Также может быть где-то как на Олимпиаде, если не принять никакого действия. Я также я не могу сказать, что я был уверен. Я видел, что это рядом, и понимал, что это какой-то шанс из 1000 не принять какое-то решение. Значит, ты можешь жалеть о нем потом очень долгое время. К сожалению, в процессе будущего участвовала не только сам Леон, участвовал агент и его супруга. Это решение более-менее понятно для женщины, которая с маленьким ребенком, где 6 месяцев снега, где практически находится одна. Давайте правда смотреть в глаза, и жизнь сегодня в Италии здесь совершенно другие. Это было, на мой взгляд, основным из факторов. Экономическая часть всегда здесь превышала, поэтому 4 года. Но когда небольшую разницу сделано предложение, плюс жизнь в Италии, я думаю, что решение все было понятно. Другой волейбол, другой чемпионат. Сегодня чемпионат Италии однозначно еще будет сильнее. Когда в 16 лет он встал в состав сборной Кубы, и о нем заговорил весь мир, в общем-то, я же не смотрел в другую сторону, я смотрел туда, куда смотрит весь мир. А потом, на протяжении нескольких лет, будучи тренером сборной, встречался не раз с командой Кубы. То есть ряд игроков, которые ты можешь разбирать, не разбирать. Ты знаешь о нем лучше, чем он что-либо, но он набирает своих 20-25 очей при всем разборе и тактическом подходе к нему. Вот Леон относится к этим игрокам. Что касается Гуцелюка, в большей степени было мое решение. У меня нет претензий к нему. Сколько было здесь, столько мы выигрывали. Он там, не он, значит, жизнь у меня такова. Расстались совершенно спокойно, профессионально, потому что жизнь такая, он уже уходил, возвращался. Кто его знает, как раньше было. Самая сложная будет задача – это с мотивацией. Мотивация игроков. Практически последние годы уже Михайлову, Будько, Вербу, Андерсону рассказывают, что это надо, что это важно. Не тот подбор слов. Их может сдвинуть, разбудить, возбудить личные амбиции. А в этом году основной мотивацией было быть сильнейшим, не чемпионом. Сегодня 10-й раз чемпионство, она не то что не мотивирует или не радует. Глупости. Это просто ты доказываешь в какой-то момент, что ты сильный. И самое сложное быть сильным постоянно. Сильного не любят, сильным тяжело быть, индивидуально сильным, командно, чтобы была сильная команда. Это основное. Сильная команда же может быть долгое время. Я еще посмотрю, как команда соберется, какие все-таки небольшое вливание. Вот я думаю, что новые игроки все-таки тоже, как вот в этом году, Никита, Алексеев, Самойленко, их не нужно было. Олег, пускай даже на тренировочном процессе, их не нужно было мотивировать. И глаза горят, для них счастье находиться с какими-то игроками рядом. Поэтому будем надеяться, что этого достаточно будет. Честно говоря, я, например, после особенно сборной, я так загорелся Дмитрием Волковым. Здесь придет игрок сборной, который будет сидеть на скамейке.
Это правильность какой-то, это неправильно с моей точки зрения тренера «Зенита». Кандидата в сборную кого-то взять и чтобы сидел на скамейке. Это со стороны политики волейбола. С моей стороны, может быть, хотелось бы другого. Так и тут. Сегодня Полетаев расценивается как второй игрок после Михайлова в сборной. Взять игрока, посадить на скамейку. Игрока брать, который не хочет, ну, я так думаю, и пойдет он за идею. Полетаева был последний год, вот сейчас будет заканчиваться аренда. Сегодня он играет в том клубе, на мой взгляд, в своем клубе, рабочий город, рабочий тренер, публика, та, которая мотивирует, там он находится в своей тарелке. Я думаю, что не секрет, там и что Ингапет Леона заменит. Леха, Алексей Спиридонов, Сурмачевский возьму как молодой, который проявил себя. И там по центральному Лихошерстов. Центральный тот, который центральный сегодня относится к российским игрокам. Значит, и, надеюсь, поможет команде. Что касается игры с приходом Ингапета, то понятно, это другого немного стиля игрок. С общей игрой, с приемом, с авантюрой, элементами шоу, за что я не переживаю, я совершенно за. Это игрок, который был 2 раза MVP, и лидер в своей команде, с сердцем, с характером. Только меня беспокоит эта связка Будько и Ингапет. Почему? Потому что Александр адаптирован на российский волейбол, который рассчитан на физические данные. Он играл, в общем-то, где показывает себя Ингапет. Но у него там то Танюти, то Бруно. Огромную работу нужно будет сделать. Ну, будет сборная, значит, будем это делать в процессе сезона. Не совершенно 2 разных игрока, и не нужно сравнивать. Леон обладает, помимо таланта какого-то природного, точно такими же природными данными. И Ингапет – это игрок сегодня, который в Италии, играя в Модене, выиграл все, кроме Лиги Чемпионов. Игрок, который взрывает залы, значит, это просто физически другой игрок. Думаю, что ему стало понятно. Игра – это игра одно, работа – это работа. Я не думаю, что уходя, кем он пришел и уходя отсюда, он там деградировался здесь. Придя сюда при определенной работе, будучи в «Зените», он был в сборной. Тем более, опять «Зенит» ждет за 60 игр в сезон. В этом году, посчитайте, вот вы же ведете статистику, сколько Пантелеймоненко сыграл. Юдин в тренировочном процессе он помог просто идеально. Сложность в этой команде, что, еще раз говорю, все 60 игр подряд выиграл, это норма, все молчат. Одну игру проиграл, у тебя телефон разрывается. Считаю, что Новосибирск, Белгород там по-своему подравняется. Динамо. Я не думаю, что это Питер еще сильнее станет. Кемерово останется практически такое же. Ну, за счет чего нам могло уравняться? Или иностранцы придут не хуже, если не лучше, которые были в этом сезоне. Поэтому думаю, что интересно будет чемпионат.